Самые опасные манипуляции редко похожи на угрозы или прямой контроль. Чаще это обычные фразы, после которых вы почему-то начинаете оправдываться, сомневаться в своей памяти или соглашаться на то, чего совсем не хотели. Разговор уже закончился, человек ушел, а вы только спустя несколько часов понимаете, что вами незаметно управляли. Именно поэтому скрытая манипуляция работает так хорошо. Вы замечаете не давление, а его последствия, чувство вины, тревогу, растерянность и странное желание доказать, что вы хороший человек. Сейчас разберем 7 приемов, которые часто маскируются под шутку, заботу, обиду и даже любовь. А последний особенно опасен тем, что заставляет человека добровольно отказаться от собственных границ. Но важно понимать одну вещь. Одна неудачная фраза еще не делает человека манипулятором. Все мы иногда давим, обижаемся или говорим лишнее. Смотрите не на отдельный эпизод, а на повторяющийся сценарий. Если после общения вы регулярно чувствуете себя виноватым, слабым или обязанным, возможно, разговор строится совсем не на равных. Первая манипуляция – обесценивание под видом шутки. Представьте, вы рассказываете о своей идее, покупке или новом увлечении, а человек улыбается и говорит: «Ну, конечно, наш великий эксперт снова все придумал». Вы напрягаетесь, но в ответ слышите: «Расслабься, это же просто шутка, ты что, совсем юмора не понимаешь?» Так человек наносит удар, а затем запрещает вам реагировать на него. Если вы промолчите, обесценивание останется без ответа. Если возмутитесь, вас назовут слишком чувствительным. Это удобная ловушка, в которой проблема незаметно переносится с чужих слов на вашу реакцию. Не нужно долго объяснять, почему вам неприятно, достаточно спокойно сказать: «Возможно, для тебя это шутка, но со мной так разговаривать не надо». Вы не доказываете, что человек плохой, вы просто обозначаете границу. Если после этого шутки продолжаются, дело уже не в разном чувстве юмора. Вторая манипуляция – скрытое внушение вины. Она редко звучит как прямое требование. Вам могут сказать: «Не переживай, я справлюсь сам, я уже привык, что на тебя нельзя рассчитывать». Формально человек ничего не попросил, но теперь отказ начинает выглядеть как предательство, и вы соглашаетесь не потому, что хотите помочь, а чтобы избавиться от чувства вины. Особенно хорошо этот прием действует на ответственных и добрых людей, ведь манипулятор давит не на слабость, а на ваши сильные качества – совесть, эмпатию и желание не подводить других. Чем сильнее вы стараетесь быть хорошим, тем легче заставить вас делать то, что удобно другому. Попробуйте отделить просьбу от обвинения и спросить прямо: «Ты сейчас просишь меня помочь или хочешь, чтобы я почувствовал себя виноватым?» После такого вопроса скрытое давление становится заметным. Настоящую просьбу можно обсудить, а вина не должна автоматически превращаться в согласие. Третья манипуляция – принуждение к бесконечным оправданиям. Человек не обсуждает ваш поступок, он ставит под сомнение вашу личность. «Если бы ты действительно меня уважал, ты бы так не сделал. Если бы тебе было не все равно, ты нашел бы время». И вот вы уже не решаете конкретную проблему, а пытаетесь доказать, что вы не эгоистичный, не холодный и не неблагодарный. В этом и состоит ловушка. Пока вы защищаете свой характер, первоначальная тема исчезает. Человек получает власть определять, какой вы, а вам остается либо согласиться с его требованием, либо чувствовать себя плохим. Любое ваше объяснение становится материалом для нового обвинения. Верните разговор к фактам. Я готов обсудить мой поступок, но не буду доказывать, что я хороший человек. В здоровом общении обсуждают конкретное действие, договоренность или ошибку. Когда вместо этого вас постоянно заставляют защищать свою личность, разговор превращается в психологический суд без возможности оправдаться. Четвертая манипуляция – газлайтинг или подмена вашей реальности. Вы точно помните обещание или неприятную фразу, но слышите: «Я такого никогда не говорил, ты опять все придумал, у тебя слишком бурная фантазия». Это необычная разница во взглядах. Если подобное повторяется систематически, человек постепенно заставляет вас сомневаться в собственной памяти и восприятии. Сначала вы спорите, потом начинаете перепроверять себя, а через некоторое время уже спрашиваете другого человека, как все было на самом деле. Чем меньше вы доверяете себе, тем сильнее зависите от версии того, кто вас запутывает. В итоге он становится единственным судьей вашей реальности. Не пытайтесь бесконечно переубеждать человека. Фиксируйте договоренности, сохраняйте важную переписку и опирайтесь на конкретные факты. Можно сказать: мы можем помнить ситуацию по-разному, но мои чувства и впечатления от разговора ты отменить не можешь. Ваша задача не выиграть спор, а не позволить стереть собственное восприятие.
Пятая манипуляция. Постоянно меняющиеся правила. Сначала вам говорят «сделай это, и я перестану обижаться», вы выполняете просьбу, но внезапно выясняется, что этого мало. Нужно было сделать раньше, лучше или проявить инициативу без напоминания. Как только вы достигаете поставленной цели, ее незаметно отодвигают дальше. В психологии общения это часто называют переносом ворот, потому что победить в такой игре невозможно. Вы все время пытаетесь заслужить одобрение, но критерии меняются после каждого вашего шага. Постепенно появляется ощущение, что проблема в вас, хотя на самом деле договоренность изначально не была честной. Остановитесь и вернитесь к первоначальным условиям. Мы договаривались именно об этом, я это сделал, новые требования будем обсуждать отдельно. Четкая фиксация договоренности лишает человека возможности бесконечно переписывать правила. Если ничего никогда не бывает достаточно, возможно, от вас хотят не результата, а постоянного подчинения. Шестая манипуляция – ложный выбор. Вам предлагают два варианта, но оба выгодны другому человеку. Либо ты сейчас соглашаешься, либо всем станет понятно, что тебе безразличны наши отношения. Звучит так, будто выбирать должны вы, хотя настоящий выбор уже спрятали. Например, отказаться, взять время на размышление или предложить третье решение. Такое давление часто сопровождается срочностью. Решай сейчас. Потом будет поздно. Когда человеку не дают времени подумать, он реагирует на страх последствий, а не на содержание предложения. Чем сильнее вас торопят, тем реже вы успеваете спросить себя, действительно ли я этого хочу. Верните себе пространство простой фразой «Я не буду выбирать из двух вариантов, которые ты мне предложил. Мне нужно время подумать». Здоровое решение выдерживает паузу и дополнительные вопросы. Если предложение разваливается сразу после слов «я отвечу позже», вероятно, его сила держалась не на выгоде, а на давлении. Седьмая манипуляция. Наказание молчанием и возвращение тепла. После вашего отказа человек внезапно холодеет, перестает отвечать, отдаляется или демонстративно лишает вас внимания. Но как только вы уступаете, тепло возвращается, и вы испытываете такое облегчение, что в следующий раз соглашаетесь быстрее, лишь бы снова не переживать это эмоциональное отвержение. Опасность в том, что со временем вам уже не нужно ничего приказывать, вы сами угадываете желания другого человека, избегаете неудобных тем и отказываетесь от своих границ. Непредсказуемое чередование холода и тепла особенно сильно удерживает внимание, потому что мозг начинает постоянно ждать возвращения хорошего отношения. Важно отличать наказание молчанием от нормальной паузы. Человек имеет право успокоиться и побыть один, но тогда он говорит «мне нужно время, я вернусь к разговору вечером». Манипулятивное молчание не объясняет паузу, его цель – вызвать тревогу и заставить вас уступить. В такой ситуации не нужно бегать за человеком и вымаливать контакт. Спокойно обозначьте «я готов продолжить разговор, когда мы сможем обсуждать проблему без игнорирования». Если тепло возвращается только после вашего подчинения, это уже не способ успокоиться, а способ управлять вашим поведением.